Всем привет! Решил полазить по своей коробке с радиодеталями и нашел там вот такой модуль. Я покупал его для одной своей самоделки, и вот настало время с ним разобраться. Это компактный MP3 плеер с управлением через UART. С помощью этого модуля можно сделать качественную озвучку для различных самоделок на базе микроконтроллеров. Озвучку микроконтроллеров можно сделать и с помощью обычного зуммера, подключенного к цифровому выходу. С помощью такой озвучки можно воспроизводить различные писки, а также несложные MIDI-мелодии. Чтобы воспроизвести человеческий голос или какие-то более сложные звуки, нужен подобный модуль. Начну, пожалуй, с технической спецификации, но перед этим покажу, как работает этот модуль. Так будет понятнее, о чем именно идет речь. Самый простой пример использования этого модуля выглядит вот так. Достаточно подать на него питание от 3 до 5 вольт, контактом 3.4 подключить динамик и кратковременно подключить 13 контакт к земле. Модуль сразу начнет воспроизводить первый трек из своей памяти, если он там, конечно, есть. На этот модуль китайцы записали несколько звуковых дорожек в качестве примера. Это различные информационные сообщения и предупреждения. Похоже, предполагалось, что данный модуль будет использоваться в каких-то механизмах, взаимодействующих с людьми. Данный модуль называется WT 2003 M02. Это третья версия этого модуля. От предыдущих версий данный модуль отличается довольно сильно. В предыдущих версиях не было возможности управлять воспроизведением по UART. Там был другой протокол связи, а также там была другая прошивка, распиновка и набор команд. Версия модуля написана на самой плате. Итак, в спецификации про этот модуль сказано следующее. Управлять этим модулем можно по UART на скорости 9600 бот. Напряжение питания заявлено от 3 до 5,5 вольт, что довольно удобно. Получается, что его можно напрямую запитать от литий-ионного аккумулятора 18650. Напряжение на этом аккумуляторе колеблется от 4,2 до 2,9 вольт, в зависимости от уровня заряда аккумулятора. Я подробно рассказывал об этом видео про то, как измерить заряд аккумулятора. Сейчас на экране должна появиться ссылка на это видео. Потребляемый ток колеблется от 20 до 250 мА, в зависимости от нагрузки. Уровень логики 3,3 вольта. Есть опорное напряжение для конвертера уровня логики на 14 контакте. Поддерживает аудиофайлы MP3 с частотой дискретизации от 8 до 48 кГц и битрейтом от 8 до 128 кбит в секунду. Максимальное качество как раз совпадает с самыми популярными настройками сжатия MP3. Поддерживает аудиофайлы WAV с частотой дискретизации от 8 до 44,1 кГц. Скорость работы встроенной флеш-памяти от 8 Мбит до 128 Мбит в секунду. Как при работе через SPI интерфейс, так и при копировании данных с компьютера. Диапазон рабочих температур от минус 40 до 85 градусов Цельсия, то есть его вполне можно использовать на улице. Динамик рекомендует подключать мощностью 1 Вт с внутренним сопротивлением 8 Ом. При подключении к компьютеру данный модуль определяется как флешка. Это очень удобно. На эту флешку можно просто скопировать нужные MP3 файлы и начать ей пользоваться. Объем флешки 4 мегабайта или 32 мегабита. Объем флешки на Алиэкспрессе почему-то был указан в мегабитах. Это не очень-то много, но этого вполне хватит, чтобы сделать качественную озвучку для какого-нибудь механизма. 10 файлов с китайской озвучкой занимают всего 741 килобайт. Распиновка этого модуля выглядит вот так. Питание подается на 16 и 8 контакт. Напряжение питания может быть от 3 до 5,5 вольт. Контакты 3 и 4 обозначены как Air-out и L-out, предназначены для подключения динамика. Даташит этой платы версия 1.0, эти выходы обозначены как левый и правый звуковой канал. Везде в даташит нарисованы схемы, в которых динамики подключены между ними, но при этом они обозначены как Air-out и L-out.
Как показывает практика, к ним можно подключить либо один динамик, как это нарисовано на схеме, либо два динамика с общей землей. У меня есть маленький динамик с сопротивлением 8 Ом. Я лучше его подключу между землей и одним из линейных выходов. Так звук получается чище, но тише. Послушайте сами. Динамики лучше звучат подключенные между землей и одним из выходов. Регулировка громкости не помогает. Тут многое зависит от самих динамиков, и чтобы выяснить, как будет лучше, нужно просто проверить это на практике. Просто имейте в виду, что можно подключить динамик не только, как показано на схеме в datasheet, но и между землей и одним из выходов. Контакты 10 и 11 это TX и RX цифрового интерфейса UART. Остальные контакты являются необязательными, и их можно не подключать, если вы хотите управлять этим плеером через UART. На контакт 15 подается положительный потенциал, когда происходит воспроизведение музыки. К нему можно подключить светодиод через резистор на 220 Ом, либо подключить его к одному из цифровых выходов вашего микроконтроллера. И таким образом можно будет узнать, играет ли мелодия сейчас. Впрочем, это можно узнать и выполнив запрос по UART. Так что этот контакт я лучше подключу к светодиоду. Контактам 12 и 13 можно подключить кнопки. Схема их подключения выглядит вот так. При замыкании контакта 13 на землю начинается воспроизведение мелодии. Повторное замыкание ставит на паузу. Если его подключить к земле через резисторы, то можно найти функции следующая мелодия, предыдущая мелодия и стоп. Контакт 12 дублирует кнопку Next. Контакт 2 нужен, если встроенный одноваттный усилитель мощности, выполненный на микросхеме WT4890, вас чем-то не устраивает, и вместо него вы хотите подключить какой-то другой внешний усилитель. В таком случае усилитель нужно подключать непосредственно к этому контакту и земле. Видимо, это лучше делать также через конденсатор и резистор. Контакт 14 это опорное напряжение 3,3 вольта. Уровень логики этой микросхемы это как раз 3,3 вольта. Этот контакт может вам понадобиться, если ваш микроконтроллер имеет другой уровень логики, и вы захотите подключить конвертер уровня логики. Контакты 5, 6, 7 и 9 отвечают за работу SPI интерфейса. В большинстве случаев они не понадобятся. В документации написано, что если они вам не нужны, то их можно просто не подключать. Про контакт 1 в документации сказано следующее. Пин сброса. После сброса на низкий уровень SPI флеш будет освобожден. И это, пожалуй, все, что можно сказать про распиновку данного модуля. Теперь нужно сказать еще пару слов про то, какие функции доступны через UART. Через UART можно запускать воспроизведение трека, находящегося на диске, по первым 4 символам его имени. По этой причине файлы лучше именовать числовым префиксом. В числовом префиксе должно быть 4 символа с ведущими нулями. Есть команды пауза, play, stop, предыдущий файл, следующий файл. Есть команды для управления эквалайзером. Всего в этом чипе 5 предустановленных настроек эквалайзера для поп-музыки, рока, джаза, классики и какой-то базовой музыки. Возможно, это опечатка в datasheet, и 5-й эквалайзер предназначен для усиления басов. Также можно зациклить отдельную мелодию, весь плейлист или включить случайный порядок воспроизведения. Запросить можно следующую информацию: уровень громкости, текущий рабочий статус, общее количество музыкальных файлов, номер трека, воспроизводимый в данный момент. Можно получить первые 8 байт из имени того файла, который сейчас воспроизводится. Штука интересная, но готовую библиотеку для управления этим MP3-плеером я не нашел. Решил написать ее самостоятельно. В datasheet довольно подробно задокументированы все UART-команды. Правда, оригинальный datasheet был на китайском языке. Впервые переводил документацию с китайского на русский язык. Перевел, запрограммировал, выложил данную библиотеку в официальный репозиторий Arduino. Теперь пользоваться этой библиотекой будет совсем легко.
Подключить библиотеку можно прямо из официального репозитория. Просто вбиваем Arduino IDE, название данного модуля, находим в списке мою библиотеку, она называется вот так, и подключаем ее. Теперь немного расскажу про прошивку и управление через UART. Пример, доступный в моей библиотеке, интересен тем, что он позволяет управлять этим модулем через терминал Arduino IDE с помощью консольных команд. При запуске микроконтроллера в консоли Arduino IDE вводится список доступных команд. Это очень удобно для отладки и первичной настройки работы микроконтроллера и этого модуля. Я буду использовать такую схему подключения. В качестве микроконтроллера буду использовать MSD1 Mini, потому что уровень логики на нем 3,3 вольта, так же как в этом модуле. Попробую выбрать некоторые консольные команды и посмотреть, как модуль на это реагирует. Команда P это play или пауза, V31 это уровень громкости 31, то есть максимальный уровень громкости. Стрелочка вправо это следующий трек. Это различные настройки эквалайзера. Это информация о том, какой трек сейчас играет. Предвижу вопрос некоторых пользователей, а можно ли соединить этот модуль с Arduino без преобразования уровня логики? Ведь это на самом деле обычно работает. Ну что же, давайте проверим. Как видите, я соединил Arduino на этот модуль напрямую, хотя по даташиту уровни логики не совпадают. У Arduino он 5 вольт, а у этого модуля 3,3 вольта. В данном случае все работает корректно. Справа выходы Arduino срабатывают от напряжения 3,3 вольта. И данный модуль выдержал напряжение 5 вольт на своих цифровых входах. Микросхема, расположенная сверху на корпусе, стала немного теплой, но ничего не сгорело. В общем, все как обычно, вроде работает, но немного греется. Стоит ли подключать так, или все-таки лучше сделать по фэншую и использовать преобразователь уровня логики, решайте сами. На всякий случай оставлю в описании под видео ссылки на преобразователи уровня логики. В заключение могу сказать, что это вполне годный модуль для озвучки различных самоделок. Есть и другие модули с похожими функциями, но этот модуль мне понравился больше, потому что для него не нужно покупать флешку отдельно. Он более компактный и стоит немного дешевле других модулей, которые я рассматривал. А памяти 4 мегабайта для моих целей вполне хватило. Пришлось немного потрудиться с переводом документации и написанием библиотеки для Arduino, но результат меня порадовал.
Ссылки на магазин, где я покупал такие модули, будут в описании под видео. Если это видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями. Запустите его куда-нибудь в социальную сеть или на форум. А на этом пока что все. Всем спасибо за внимание. Ставьте свои пальцы, подписывайтесь на канал. До свидания и до встречи в следующих видео.